Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 30 ноября. Давайте с вами узнаем, что скоро случится, что скоро произойдет. Что ждет вас, мои дорогие, до конца ноября, ну или чего ждать, так тоже бывает. Итак, у нас первые карты – это 78 дверей, колода. Открытые двери или закрытые. Потоковая информация. С чем будут связаны события с 20 по 30? В каких сферах жизни вам доведется принимать важные, быть может, решения? Ну или в целом, как события, обстоятельства, которые вокруг вас повлияют на вашу жизнь. Достанем 3 карты, просто как 3 знака судьбы. Что-то они нам с вами подскажут. Может быть, как направление. Ну или у каждого свои, конечно, подсказки. Первый, второй знак судьбы. Что идет там на ваш порог, может быть, и так, да, с чем придется взаимодействовать, а то и с кем. Но все же, что же скоро случится? Давайте как ключевое событие на эти 10 дней достанем карту. Чего ждать? На пороге каких событий вы, может быть, уже стоите, пока не видите, с чем это будет связано? Какая-то кульминация и неожиданности. Неожиданные события, может быть, это будет связано с человеком, я такое допускаю, или вы какое-то решение примете. А может быть, и правда какая-то откроется. И третья карта, что прояснится, к чему это все идет, зачем. Все вот это было нужно. По основным сферам жизни, чего ждать, любовь личная, жизнь, взаимоотношения в целом, чего ждать, сфера финансов и чего ждать или что ждет этого сфера ваших достижений, работы, контракты, соглашения или важные документы? Первый знак судьбы. В чем-то вы сомневаетесь, мои дорогие. Карта искаженного восприятия. Это мы видим в том ключе, как это было когда-то раньше. А нам карта говорит четко, открой глаза. А это о чем? Вообще-то у вас успех какой-то, мои дорогие, карта заслуженного успеха, но это не в эти 10 дней, это на последующий период. Для кого-то из вас работа может быть действительно как новое ваше начинание или, кстати, обучение. Работать из любой точки мира или обучение какому-то навыку, ресурсу, ремеслу. Это принесет и прибыль, и доход, и буквально процветание, и, может быть, даже популярность. Но это будет не теперь. Это какой-то более продолжительный период, но это карта мужества. Начать, сделать первый шаг. Вы на что-то не решаетесь. А у кого-то из вас переезд. Ведь очень часто шестерка мечей именно дорогу характеризует, когда тоже нужно решиться и сделать первый шаг. У кого чего касается, мои дорогие. Ну, видимо, хотя вот не совсем это вам свойственно, но, может быть, вы чувствуете, вы люди очень интуитивные, что эпоха, время меняется. Ну, от этого никуда не денешься. И нам себя нужно перестроить и действительно на что-то решиться. Но вот как будто решиться это стоит, потому что успех ждет. Вторая карта судьбы, да точно. Может быть, на личную жизнь, мои дорогие, неважно, кто смотрит. Девочки, мои дорогие, или мужчины. Для мужчин важная женщина в вашей жизни. А мои дорогие девочки, это вы сейчас, императрица. Может быть, я такое допускаю. У кого это откликается по возрасту и поставленным целям. Вы ждете ребенка или свидетельство о беременности. Я могу то же самое для мужчин сказать. Ваша любимая женщина ждет ребенка. Но опять же, для кого это соответствует тому, что происходит в вашей жизни. Но вот ведь это еще статусная карта. Это карта творчества, это карта воплощения нашей мечты. Так вот в целом это символ нового «я». И неважно, мы ее по полу даже не рассматриваем. Карта ваших ресурсов, карта навыка. Ну, вообще очень добрая карта и доброго периода жизни. У кого-то вопросы дома. Старший аркан будет говорить о том, что правда тут либо события с вашими близкими, с вашими родными, или это касается вашей работы, продвижения вашего творчества.
Но тут именно о чем сомневаться, как будто надо идти вперед. Я даже не буду доставать дополнительные карты. Да вам по судьбе, мои дорогие. Здесь, конечно, я не исключаю, у кого-то, правда, бракосочетание может быть. Или это вы планируете, да? Будете что-то узнавать, какую-то информацию, каким образом это осуществить. Тут какие-то приятные хлопоты могут быть. Вот это точно, тут какие-то приятные хлопоты. Пусть это даже не касается личной жизни, ведь аркан Иерофант говорит, ну, где-то и про образ структур, власти, подписание каких-то важных бумаг, соглашений, контрактов, контакты. Это все присутствует. Обучение, кстати, тоже, да, я говорила об этом. Поэтому у каждого тут что-то будет свое, но это вот судьбоносный момент, мои дорогие, никак нельзя упустить. Тут как будто это вас, понимаете, вот вы решаетесь на что-то, и для вас заканчивается вот эта путаница. Для вас больше период стабильности, определенности, какая-то организация вашей жизни в новом ключе, с новыми возможностями, новое качество жизни. Вот все три знака судьбы. Тут даже нечего добавить. Ладно, что ж там случится? Ну, я говорю, часто, хоть тут и, ну, не дело не в знаках, но карта мага– это карта скорпиона. Потому что и интуиция, и маг– великий практик, а наше время, оно как раз очень символично для мага. Почему? Да потому что то, что происходит вокруг нас, не поддается ни логическому смыслу, может быть, или не поддается пониманию. Мы говорим, ни в какие ворота не лезет, да, вот где-то так. Но интуиция-то, она дает правильные подсказки. Маг, он правильно выстраивает связи, он правильно выстраивает какие-то концепции, он ставит собой правильные, перед собой, точнее, правильные цели, и он постоянно готов что-то корректировать. То есть, да, лавировать, может быть, в некоторых вопросах быть мудрее, может быть, и хитрее, ну не без этого. Но самое главное, что вот цель вот эта, она будет достигнута, мои дорогие. Вам как высшие силы помогают осуществить какое-то желание. И это вот то желание, в котором вы сомневаетесь. И тут будет у кого что, у кого-то личная жизнь и, может быть, смена статуса, а у кого-то это по работе смена статуса. Может быть, и предложение по работе, релокация офиса, или там что-то на вашей работе по месту службы, что-то происходит, но тогда это ваш выход на авансцену. Тут могут складывать обстоятельства вашей жизни, старшие арканы, посмотрите. Из 5 карт 3 старших аркана. Причем все 3 о ваших ресурсах и возможностях, когда можно соединить ваше желание и внешнюю обстановку. И это как помощь высших сил. Вот такие и знаки судьбы. Да и что случится? Конечно, карта будет говорить, что и вы, может быть, столкнетесь с некоторыми людьми или ситуациями, в которых вам доведется принимать какое-то очень мудрое взвешенное решение. А может быть и альтернативные варианты рассматривать, потому что карта мага где-то это предусматривает, что мы гибче действуем. Может быть, резко не выносим каких-то вердиктов или обходим острые углы, но оно имеет смысл, мои дорогие. А что ж там в неожиданностях? Как будто осталось совсем чуть-чуть, и донесем мы эти арбузы до того места, куда мы направлялись. Да, карта будет говорить, у тебя хватит на это силы. Но вы будете чувствовать, может быть, и усталость от какого-то дела, от какого-то направления. Но карта еще и говорит о том, что есть все-таки в неожиданностях риск включиться сразу в какую-то многозадачность или много людей вокруг вас будет в этот период, который вас, словно дергая вот так за невидимые веревочки, пытаются отвлечь от какого-то насущного вопроса. Или именно от того, в чем вам надо сейчас разбираться, уделить внимание, потратить больше времени. И карта дает сразу совет. Тут не есть какая-то неожиданность, нет. Тут именно многозадачность, как неожиданность идет, и карта сразу дает совет. Занимайся концентрированно именно тем, что ты сейчас считаешь для себя в приоритете. Переложи или делегируй то, или кто призван делать или выполнять какую-то свою задачу,
ты эти обязательства на себя не бери, иначе ты себя обесточишь в ноль, энергию потратишь туда, куда не нужно. Но если мы говорим именно об этой колоде карт, мы как будто еще, вот знаете, это как в спорте. Прибавь в конце, да, говорят, или как второе дыхание, какой-то долгий подъем. Может быть, знаете, прежде это было какое-то чувство гнета, перегрузка, усталость, как я говорила. Или это как какая-то тяжелая ответственность. Может быть, именно поэтому и сложно сделать этот выбор. А что это такое? Давайте узнаем. Тут завершение, правда. Тут какая-то ситуация близится к логическому итогу. Но перед вами ведь весь мир, мои дорогие, возможности. И если мы говорили, работа, например, в интернет, посредством интернет, кто-то учит языки, кто-то учит язык программирования именно для того, чтобы работать из любой точки мира. Сама по себе карта мира, и мы надеемся, что воцарится мир. Это правда. Но ведь эта карта говорит нам о том, что сбываются ваши мечты, мои дорогие. Но, видимо, ваши именно мечты, желания в эти 10 дней требуют пристального внимания, потому что вы можете получить либо это желание, либо какой-то добрый итог, либо вы чем-то останетесь довольны, и более того, для вас это новое качество жизни. И это не просто слова, как с нового отсчета. И все карты нам об этом символизируют. И правда, тут для вас какую-то более интересную, более добрую, как атмосферу складывают высшие силы. Это вот я не побоюсь этого сказать. И планетарно-то ведь оно ведь тоже для вас, мои дорогие скорпионы. Долгое, доброе время. Но, может быть, что-то начинается, знаете, вот как маховик истории, который троху заржавел. Ну, пока он там начнет прокручиваться, пока там эти все механизмы, шарниры, хочется сказать, заработают, оно идет поначалу где-то со скрипом. Но посмотрите, продолжение какое. Это имеет смысл. Так что ж там прояснится? У кого-то проясняется одиночество, может быть и так. Или какие-то важные вопросы, когда вы приняли раньше решение, я иду один или я иду одна, неважно, да, вот как этот отшельник. А теперь, как в той поговорке, если хочешь идти быстро, иди один. А если хочешь идти далеко, то тогда нужно подумать, с кем ты идешь. Я должна сказать, эта карта тоже, правда, для кого-то может означать как завершение одиночества. Но, что прояснится, есть, мои дорогие скорпионы, те вопросы, которые именно вы призваны решить, организовать или на что-то решиться. У вас аркан мага. Это карта независимого человека, две карты независимого человека. И если императрица где-то тоже про независимость, но это про дипломатию, может быть, поэтому знак судьбы и говорит, ну, есть те темы, когда может где-то совпадать с ответственностью, кстати. И именно последующая ответственность, она как-то вас, ну, как ставит в какие-то рамки. И из-за этого могут быть сомнения. Раньше свободный художник сам по себе, да, как по отшельнику. Но, может быть, в какой-то теме вы и будете сами по себе. Я должна сказать, в целом, вот даже если мы смотрим как знак судьбы, этот старший аркан, что прояснится, а вам никто не мешает. Вот что прояснится. И вот эти страхи или вот эти какие-то препоны, сомнения, это вы ограничения поставили в собственной ментальности, в собственной голове. Пришло время от этого избавиться. Вот правда, тут завершение будет какой-то ситуации, и ведь это 9-й старший аркан, переломный момент. 9 это всегда вибрирующее число, а это старший опять же аркан. Тут сама обстановка вас будет подводить либо к какому-то важному итогу, либо к какому-то выводу. Давайте сфера отношений. Ну вот тут вот, конечно, это карта радости, это, знаете, так бабочки в животе буквально, если мы на любовь. Что-то тут вас вдохновляет, это точно. Мы не можем это оставить на потом, понимаете? Тут какая-то прокрастинация ведь тоже идет. Мы не можем думать, что оно как-то там само разберется, придется участвовать. Может быть, есть и темы, которые касаются у кого-то недвижимости, у кого-то и личной жизни, когда выпадает принцесса мечей. Может быть, и есть какое-то противостояние.
И тут неважно, чего касается. Может быть, и родственники какие-то, да. То есть, ну, у каждого что-то свое. У каждого свой какой-то камень преткновения. Уметь видеть вблизи и вдали. Не быть наивным, если мы вспоминаем, да, мифологию, а карты Таро — это про мифологию где-то, из-за чего пострадала Медуза Горгона, это вот как раз про образ принцесса мечей, из-за своей наивности и доверчивости. Или от того, что она ждала в надежде, что Афина Паллада, ну вот так конкретно, ее защитит. Тут учиться защищать себя самому. Вот очень необычно, что для вас выпадают такие карты, но, может быть, есть на личную жизнь какой-то человек, с которым вам нужно быть просто аккуратнее, мои дорогие. Да. Тут может быть какой-то человек, который вам может, король жезлов, что-то обещать. Вот интересно, по этой колоде идет хозяйственник, хотя я немножко чаще другое значение произношу, да, по королю жезлов. Тем не менее, вот здесь идет как сельский труженик, ну или тот человек, который находится в сельской местности, может быть, да, тот, который буквально восседает, а вот там вот двое работают. То есть это какой-то хозяин такой, знаете, который считает, что все должно быть именно так, как он считает. Да, и в этой колоде так и называется «Властитель сельской местности». И я такое редко говорю. Ну, кто знает, вот, может быть, у кого-то из вас какая-то ситуация именно с родственником, елки-палки, совпадет, когда, ну, есть какая-то заноза в виде конкретной персоны. Это касается, пусть не любовной истории, но какой-то вашей личной жизни или части. С одной стороны, это у нас такой честный, добросовестный человек, дружелюбный, но может быть, это персона, которая находится во власти своих предубеждений, либо это персона, которая вам желает добра. Наверное, мы все разные. Переложите, мои дорогие скорпионы, чуйка у вас, будь здоров. Может быть, это конкретно вам нужно будет разобраться, за или против эта персона. Или какой-то свой интерес имеет, или все-таки мне желает добра. Но тут кто бы кому нам что тут не желал, но нам весь, да и предыдущие все карты сказали, что нет, тут не совсем во власти каких-то пожеланий вы должны находиться. Или во власти того, что вам говорят. Вам придется принимать какое-то решение по части личной жизни и действовать самому. Потому что вот чаще, что я говорю по королю жезлов, это те люди, которые нас к чему-то как раз и призывают, но делать они ничего не будут. Давайте как совет. Но у кого-то, правда, вот есть какая-то, ну, как вилка, да. Не хочется говорить слово конфронтация, хотя у кого-то ведь и так может быть. Какие-то недосказанные недоговоренности или когда разное видение, когда явно вот эта самая заноза, она была, как разошлись, как у моря корабли. Есть какая-то нерешенная проблема. Мы ищем выход из создавшейся ситуации по этой карте, и мы находим. Может быть, это у кого-то будет связано, ну, непосредственно, да, с тем, что человек куда-то уехал, а вам тут нужно в какую-то работу включиться. Может быть и так. Может быть, это вы уехали и большое видится на расстоянии, что-то вы тут будете вблизи и вдали обдумывать, анализировать. Но, тем не менее, явно есть какая-то тема, нерешенная по части личной жизни. И, скорее всего, развязка может наступить или, по крайней мере, вот этот вывод или вот этот выход вы найдете с 20 по 30. Или увидите альтернативно какую-то ситуацию. Финансы будут радовать, мои дорогие. И планетарно, а я вас приглашаю на свой сайт, у меня есть статья «Коридор возможностей». Именно я взяла как эпохи, соединила планетарные транзиты и даты, именно цифры. Перейдите, прочитайте, оставлю ссылку в описании под видео. И, может быть, вот у кого путаница есть, вы сможете, у вас чуйка работает очень хорошо. Вы для себя как раз и подсказки найдете, и просчитать что-то сумеете. Но вот на финансы у вас добрый период в целом вообще. Вы на моем сайте много разных статей найдете и в плане гороскопов и до конца 2025 года. Но вот для вас, правда, такой период, который
приносят деньги сами по себе. Ну и с деньгами где-то радость тоже. Но что-то нужно будет считать, может быть. Потому что именно в этой колоде, обратите внимание, вроде туз чаш, такая добрая, радостная карта, но она холодноватая. И, видимо, есть какая-то тема материализма или денег, которую нужно решать холодной головой. И ваши достижения. Ну, вот все то, что я говорила. Фортуна вам помогает. Просто помните, это у нас колесо года называется так, колода. И тоже колесо. Если так со стороны наблюдать за колесом, оно как будто идет наверх. Потом достигает пика, а потом идет спад. Вот вам нужно, лови момент, Скорпион. Вот хочется так сказать по достижениям, по согласованиям, по подписаниям каких-то важных бумаг. Но правда нельзя упустить. Судьба вам или вас подводит к какой-то, может быть, даже черте или к какому-то итогу. Но ведь она одновременно, знаете, как позволяет вам вот этот порог между прошлым и будущим перешагнуть. Не потеряй время, потому что неизбежно спад. Мы часто думаем, что подумаю завтра или ну не сегодня, а вот завтра, может быть, подумаю, послезавтра соглашусь. А когда колесо фортуны, ну есть такой смысл, как скорость. Мы можем упустить время. Вот на ваши достижения, мои дорогие, выпадает такая карта. Поэтому перекладывайте, мои дорогие, на себя. Перекладывайте все то, что мы с вами проговорили по картам, на свои реалии жизни. Как каждая карта, какой дает вам совет. Прочитайте мою статью, чтобы вот эту фортуну не упустить. А я благодарю за ваши комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.